von Comey. Er hat das ganz bewusst gemacht, um Trump zu provozieren. Ich glaube, er will, dass der Präsident einen Rundumschlag macht und sich so aufregt, dass er einen Fehler begeht, damit er dann vielleicht politischen Schaden hat. Ulf Röller, vielen Dank für die Informationen aus Washington. Die Mehrheit der Bundesbürger fürchtet eine Verschärfung des Konflikts in Syrien durch einen Militäreinsatz des Westens. In dem heute veröffentlichten neuen Politbarometer gaben 58% der Befragten an, ein Eingreifen der USA und westlicher Verbündete könnte die Lage in Syrien weiter zuspitzen. 7% erwarten hingegen, dass eine militärische Intervention zur Lösung des Konflikts beitragen könnte. Eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Militäreinsatz würden nur 18% der Befragten befürworten. 78%, also die überwältigende Mehrheit der Befragten, wären gegen einen deutschen Einsatz, eine deutsche Beteiligung. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hat vor einer übereilten militärischen Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien gewarnt. Allerdings sei eine Reaktion notwendig. Irgendeine Reaktion, fügte Haley in New York hinzu. Sie äußerte sich auf einen auf Antrag Russlands anberaumten Dringlichkeitssitzungstreffen im UN-Sicherheitsrat zum Syrien-Konflikt. Предостережение приготовиться к ним было также адресовано Российской Федерации. Напоминаем, что в Сирии по приглашению ее законного правительства находятся наши военнослужащие для борьбы с международным терроризмом. Продолжаем наблюдать опасные военные приготовления к незаконной силовой акции в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права. Не только применение силы, но и его угроза идет вразрез с уставом ООН. И именно это мы прослеживаем в последних заявлениях и действиях Вашингтона и некоторых его союзников. Наращивается воинственная риторика на всех уровнях, включая высший. К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария в отношении Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента. Есть и те, кто с молчаливым одобрением наблюдает за опасными приготовлениями, заявляет о понимании мотивов Вашингтона или занимается прямым подстрекательством, становясь таким образом потенциальным соучастником возможной военной авантюры. У нас в Совете Безопасности есть любители рассуждать о превентивной дипломатии. Почему-то сейчас их не видно и не слышно. И немедленно, еще не только до расследования, но и до установления самого факта, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на Соединенные Штаты Америки и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа. Призываем руководство этих государств немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте. Нужно срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий. Российская Федерация готова к равноправному сотрудничеству со всеми партнерами и решению возникающих проблем путем диалога. Мы неизменно нацелены на мирное урегулирование конфликта в Сирии на известной международной основе и будем продолжать активные усилия в этом направлении. Призываем к этому всех наших партнеров. Благодарю вас. Le agradezco al representante. I started to listen to my Russian friend and respond, but instead I'm in awe, Vasily, of how you say what you say with a straight face. I really, really am. Today's session of the Security Council has been called under truly strange circumstances. The Russian Federation has asked us to discuss what it calls unilateral threats related to Syria. What is strange
is that Russia is ignoring the real threat to international peace and security that has brought us all here. And it is ignoring its own unilateral responsibility for all of it. What we should discuss today is the use of deadly chemical weapons to murder innocent Syrian civilians. That is one of the most blatant and grotesque violations of international law in the world today. It is a violation of all standards of morality. It violates the long-standing international consensus that chemical weapons represent a unique evil. Chlorine, mustard gas, and other chemical weapons killed 90. We all agree on. Let's ask ourselves, what should we be condemning today? We should be discussing the actions that really brought us to this moment in time. We should not be condemning the country or group of countries that might actually have the courage to stand up in defense of our common principle, the principle against the use of chemical weapons. Instead, we should be condemning the country that unilaterally has stopped the Security Council from upholding this principle. Who is it on the Council that most exhibits unilateralism when it comes to chemical weapons? It is Russia alone that has stopped at nothing to defend the Syrian regime's multiple uses of chemical weapons. It is Russia alone that killed the Joint Investigative Mechanism, which allowed the world to ensure accountability for chemical weapons use in Syria. It is Russia alone that used its veto 6 times to prevent the condemnation of Assad's use of chemical weapons. It is Russia alone that used its veto 12 times to protect the Assad regime. And to make matters worse, it is Russia alone that had agreed to be the guarantor of the removal of all chemical weapons in Syria. If Russia had lived up to its commitment, there would be no chemical weapons in Syria, and we would not be here today. Im Studio begrüße ich den Geographen Professor Andreas Dittmann.